Всем привет! Сегодня наблюдаем за котами. Наша задача будет внимательно наблюдать за Арчиком, Анфисой и котом Вилли. А задача котов будет сделать это наблюдение интересным. Вот будет Арчик, которого мы обидели в лучших чувствах. Вот. Анфиса, которая дрыхнет без задних ног. Ну и кот Вилли, который периодически организует котовские совещания. Короче, будут вся троица, вот Арчик на фоне неба. А большая часть съемок будет в пасмурную погоду и ближе к вечеру. Поэтому, несмотря на август месяц, буйства красок особенного не будет. Но, надеюсь, вы будете не в претензии. Итак, Анфисия, естественно, она вытягивает просто ролик за роликом. Ну, звезда. Кошечка с цельным абсолютно характером, которая нам, постоянно дает какие-то сюжеты. Кот Вилли у нас, он переживает. Думаю, надо подписаться. Как вы знаете, мы котиков стали выпускать. То есть у нас Анфиса и Арчик ходят погулять. Вот Арчик сейчас мышу караулит у нас на участке. Они стали выходить гулять. И вот интересно поведение кота Вилли. Вилли просто ложится перед воротами и ждет. Причем он ждет обоих. Вот если один пришел, да, он отмечает, ага, один вернулся. Он продолжает ждать другого. И кот Вилли нам дает, как правило, наводку, где их искать. Ну, Вилли четко знает, он подходит к ограде, к одним соседям к ограде, к другим соседям, начинает смотреть. Ну, точно подходим, он смотрит на кого-то из молодых. Арчик у нас стал контактным, чему мы очень рады. То есть, если помните, в прошлых сериях я как-то говорил, что, Арчику кричи, не кричи, там, Арчи. А он абсолютно не реагирует. Вот, тыква и красные помидоры. Отчитываюсь, помидоры покраснели. Вот, зовем Арчика, он вообще даже ноль внимания. Прибегает Анфиса. Анфиса на все клички прибегает. И вот Арчик изменился. Во-первых, оказалось, что он все слышит. Вот мы переживали, может, не слышит. Нет, он все слышит прекрасно. Он стал реагировать на свою кличку. А мало того, он стал очень разговорчивый. Вот в прошлом фильме вы видели выступление Арчика, когда он на кресле выступал. Он стал четко реагировать на голоса. Он стал слышать наши голоса и приходить на них. То есть вот подойдешь, а вечером его с соседнего участка позвать, там, Арчи, он выходит. Он стал выходить, причем выходит, тоже говорит что-то. Вот, Вилли. Они у ворот группируются, за кем-то наблюдают. То есть Арчик у нас наконец-то стал, с нами общаться, чему мы несказанно рады. А вообще Арчик, его можно поздравить. Он очень сильно подтянулся в плане не только физическом, но и таком духовном, эмоциональном. Вот. А то мы вообще переживали. То есть Анфиса, она уже с 6 месяцев, 7 месяцев была очень такая контактная, и она поняла, что мы и есть ее семья, и, в общем-то, строила отношения, как-то общалась. Арчик очень долго был замкнут на самого себя. Вот, ходил за Вилли как хвостик, то есть это была его семья, а мы как-то вот сбоку припеком. Но сейчас, наконец-то, он понял, что мы тоже хорошие, и что в нас тоже есть смысл. Думаю, надо подписаться. Стул не стул, такая табуретка, вот, у нее сломалась нога. Вот, и чинить ее, посмотрел, чинить вряд ли получится. Перевернули, положили. Стало для котов любимое место для лежания на террасе. Еще увидим. Арчик очень много времени проводит на крыше. Вот, наблюдает за окрестностями.
Вот после того, как мы их стали выпускать, их интерес к улице как-то очень быстро сам собой стал снижаться. И бывают дни, когда они просто вот не хотят, не выходят и все. То есть они, видимо, вот погуляли какое-то время, убедились, что ничего такого особенного там нет. Мыши те же, развлекухи у нас больше, у нас событий больше происходит, а на соседних участках людей они боятся, когда людей нет, а что там делать? И, в общем-то, мы правильно сделали, что стали их пускать. Вот после этого они немножко нагулялись, и сейчас как бы такой проблемы острой уже нету. Сидит красотка, уселась, смотрит. Вот. Анфиса пытается в плане еды тоже всех построить, но кот Вилли не поддается. Недавно была сцена, когда она пыталась мордой, так сказать, выдавить кота Вилли из миски, в которой был паштет. А вот паштет ей очень нравится, и Вилли ел паштет, она постаралась мордой его выдавить, за что получила оплеуху. А вот Арчик, он за антенной. Вот эта тарелка спутниковая, у нас горные условия, у нас поймать спутник очень трудно. А вот эту тарелку нам поставил в свое время вот электрик, который делал нам электрику по дому, как-то строили дом. И как бы подарком. Вот эта тарелка настроена на какой-то там был спутник. И были бесплатные программы, но это немецкоязычные. Мы что-то смотрели, но там особо интересного ничего не было. Было пару русскоязычных каких-то спутниковых, но абсолютно какие-то вообще непонятные. То есть смотреть нечего было. И вот эта тарелка, вот этот спутник просто поменял какие-то координаты и сейчас не показывает вообще ничего. А снять руки не доходят. Пусть будет. Вот у нас кошачья столовая, и там происходят вот такие у них некоторые разборки. Анфиска, конечно, наглая. Тут, что там говорить. Когда вечером даем ветчину, мы под вину сейчас ветчину тонко нарезали, такой уже шинкин. Она не соленая, она такая постная, она обезжиренная, такая нормальная. Вот, и мне писали в комментариях: вы их убиваете, вы даете ветчину, это же для них вообще не... Я думаю, как это так? Почему вдруг? Взял, погуглил на немецком языке, вот что немецкоязычные ресурсы говорят по этому поводу. Давай, пой песню, все ждут. Они по этому поводу говорят: no problem, ветчину давайте. Тоскливую, по поводу того, что на улицу не пускают, на ночь глядя пошляться. Вообще жизни не дают котику. То есть никакого вреда ветчина в ветчине для котов обнаружено не было. Арчику хочется погулять на ночь глядя. Его обидели жестоко. Вольер. Да, ему сказали, что его в вольер отправят. На родину. К маме. Арчик обижен. Естественно, на ночь его не выпустили. И вот смотрите, это он в обидках. Смотрите, вот эта поза, это однозначно, это он в обидках. Вот когда Арчика обидят, вот не пустят куда-нибудь, вот не дадут чего-нибудь, он вот так делает. Это у него, вот смотрите, до чего вы меня довели. Лежит, страдает. Показательно, причем это делается показательно. Вот так. Лапы свесит, морда такая. Подойдешь его погладишь, он, так сказать, не реагирует. Я ему так ветчинки кусочек поднесу под нос, он откроет рот, сжует, но позу не меняет. То есть он умеет. Иногда он плачет, требует. Он ходит, там, кричит. Но когда ему откажут, он начинает вот такие обидки. Анфисия, она просто привлекает внимание. Вот как она там поместилась, там, не знаю, сантиметров 10-12 до телевизора, она улеглась. Анфисия, тебе там не тесно лежать? И, в центре внимания. Ей надо быть в центре внимания. Когда я начинаю вечером готовить там ветчину, вино, там шампанское, мы в последнее время на шампанском, вот пока я там свой микс делаю, она просто вся бегает, кричит, прыгает, запрыгивает. То есть она знает, что там готовится и ей полагается.
Она меня просто изводит под ноги. Я там несу эти бокалы, она мне под ноги бросается, чтобы не споткнуться об нее. Вот. Норовит запрыгнуть вот это в тарелку, нос свой сунуть. Ну, то есть мне приходится одновременно, как Шива многорукий, заниматься кучей дел и еще блокировать вот эту активную кошечку. Вот. По крыше лазят оба, ну, слава богу, перестали прыгать. Вот. А то они прыгали на бетонную стену, я там просто им поставил некоторую преграду, чтобы они туда не прыгали. Потому что эти прыжки, она пару раз срывалась, но это не надо, это слишком рискованно. Вот. Сидят, смотрят. Их уже знают все собаки. Вот у нас у некоторых соседей есть собаки. А вот смотрите, вот. Это я его саживаю с бака, чтобы ножки не бил, чтобы лапки не бил. Вот. Они знакомы со всеми собаками. Есть собаки, которые специально проходя там обнюхивают и облаивают. У них такой ритуал. То есть она, проходя мимо ворот, должна их облаять. А эти даже вот не... Они с этой стороны ворот лежат, смотрят на нее. То есть это вот у них такое облаивание традиционное. Лебедя приплыли, твои. Все, быстро банку смолотили уже. Кстати, давненько я не наблюдал их контакта, их отношений. Вот. И вот как-то раз я их кормить пошел. И Анфисия пожаловала. Ну, естественно, она будет обругана, изгнана. Вот. Но все прекрасно друг друга помнят про отношения. Вот. Сейчас ее погонят. А ей интересно. Ей интересно посмотреть, как они там, птенцы подросли. На канале есть целая серия роликов про вот их отношения. Про их лапой по физиономии, по клюву и попытки ущипнуть, как ее за лапку щипнули. Ну. Ой, Змей Горыныч. Все, доволен собой, прогнал кошечку. Анфисия. Опять на тебя наезжает. А если вы не видели ролики про вот этих их отношения кошки и лебедей, обязательно посмотрите. Конечно. Все, она ушла. Ушла уже. Потому что ты такой невежливый. Поэтому она ушла. Там есть просто уникальные кадры, как лебедь ее щипает за лапу, вот, как она по клюву, какие у них там коллизии друг с другом. Причем все это на уровне, в общем-то, это игра, это не серьезно. И она как бы когти не упускает, и они ее в воду не тянут. Ну, а некоторые такой взаимный троллинг. Про это есть ролик, именно про историю отношений, как все это у них развивалось. Ну вот у них очередное совещание. И сидит троица. Вилли очень доволен ими. Вот мы же их брали в свое время именно, ну как бы, чтобы Вилли было не скучно. Ну это проект Ирины, с которым я согласился. И все так и получилось. То есть Вилли к ним относится, конечно, просто великолепно. Ну, чему мы рады. Причем к обоим. Он и к Арчику, к Анфиске, у него очень такие нежные, теплые отношения. Вот, и он очень доволен. Поначалу высказывали, многие комментаторы высказывали сомнения, что будет конкуренция, что они там, так сказать, у них будут обижать будут друг друга. Нет, ничего такого абсолютно. То есть у них, ну, как-то вот действительно сложился такой прайд, такая семья кошачья, вот, стая, вот, и они живут вот этой стаей. Это уже дело к вечеру. Смотрите, это я показал там мой жилет, спасательный жилет, а вот это над головой у кошечки это аккумулятор. Ну, я всерьез увлекаюсь серфингом с электромотором.
занимаюсь этим ближе к вечеру, когда уже и солнце не печет, и в глаза не бьет. А где-то вот часам к 6 вечера вода успокаивается, озеро успокаивается обычно к этому времени. И я у меня аккумулятор на тележке, аккумулятор спускаю к доске, вот эта доска. Ставлю аккумулятор, спускаю доску на воду. И от 15 до 20 минут у меня заезд по озеру. А сейчас я уже на полной мощности езжу. Вот смотрите, вода какая к вечеру спокойная. Вот, просто идеально для электросерфинга. И сейчас где-то на 30 км в час, вот от 20 до 30 км в час такая рабочая скорость. Вода уже постепенно прохладнее становится, ну, пока еще выше 20 градусов. Температура вот к вечеру уже около там 18-20 градусов. Я одеваю неопреновый, у меня такая кофта неопреновая, вот 1,5-миллиметровая, и в ней тепло. А гортензии в этом году, ну, как всегда, все нормально. Доска себя полностью оправдала. То, что я поменял вот предыдущую модель, у меня была такая попроще, на вот эту скоростную, ну, полностью. Вот арчик веселится сам с собой, сам от себя бегает, кого-то там догоняет. Он вообще, арчуха прикольный, у него нет подвеса. Вот у Анфисы есть немножко подвес, у Вилли, ну, большой подвес, вы видели. У Арчика подвеса нету, он такой поджарый, ну, вообще он спортивный такой мальчик, вот. Ходит, охотится, но он, кстати, весьма успешный охотник. И вот уже у нас, смотрите, внутри зажегся свет, зажжен свет, это значит сейчас около 8 вечера, вот, от 7:30 до 8:15, где-то так, вечер. Вот. И все в ожидании, коты ждут, молодые ждут ветчину, а кот Вилли просто наслаждается. А когда мы их на ночь загоняем, Вилли остается на улице, он по желанию, он может прийти, а может устроиться на диване, на террасе или в кресле и провести ночь вот так, на свежем воздухе. То есть у Вилли никаких ограничений по свободе нет. Вот видите, вот это у них стало любимое место, где посидеть, полежать, вот, им нравится, поэтому, ну, не переворачиваем и так и сохранили. В общем, я сделал большой обзор по котам, вот, меня давно просили об этом. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам. Пока-пока.